Добрый день, дорогие друзья! Сегодня на ужин у нас будет курица с овощами собственного сока. Многие готовят такое блюдо, но я хочу с вами поделиться своим рецептом приготовления этого блюда. Такое блюдо можно готовить с любого мяса. Хоть с говядины, хоть с баранины, хоть со свинины, хоть с курицы. По-любому получается очень вкусненько. Тут у меня голеней 2,5 килограмма. Я его предварительно отмочила в нескольких водах. Часа 3-4. Кинула на друшлачок, чтобы жидкость лишняя слилась. Предварительно посолю. Ложка соли не будет мелковато. С небольшой горочкой. Голени подсаливается. А тут у меня картошки 2 килограмма. Тоже предварительно подсолю. Сюда 1/3 ложки соли. Я думаю, будет достаточно. Тоже слегка подсолим. Так будет вкуснее, и соль равномерно распределится. Тоже пускай подсаливается, а мы займемся другими овощами. Тут у меня 5 луковиц, не крупные. Режьте как хотите, на вкус никак не повлияет это. Лучок весь порезали, оставляем в стороночку. Теперь нарезаем одну морковочку. Не любите морковь, не кладите. Порежу вот такими вот пластинами, где-то по полсантиметра. Морковочку нарезали. Нарезаю болгарский перчик. Тут у меня небольшой один красненький. Режьте произвольно тоже. И вот такой один зелененький. Было бы, конечно, хорошо, если было бы еще побольше перчика, но больше у меня нету. Сюда же я добавлю парочку остренького перчика. К этому блюду подходит в идеале петрушка. У меня петрушка вот такая цветная, она не испортилась. Она пожелтела просто у меня в холодильнике, я сейчас его почищу, но этой зелени будет мало. Зелень в это блюдо я кладу много, поэтому добавлю вот такой вот хороший пучок кинзы. Зелень не мельчим, в этом блюде ничего не мельчим, все нарезаем крупненько. Сантиметров по 3-4 нарезаю. Зелень нарезали, убираем в стороночку тоже его. Тут у меня 7-8 зубчиков чеснока, нарезаю пластинами, как получится. Чеснок нарезали, подготавливаю пару-тройку листиков лавровых. У меня есть грамм 800 помидоров, нарезаю его кольцами, кружочками. Предварительно налила в казан грамм 100-150 растительного масла. На дно положу немножко лука. Вы можете этот лук пожарить, он даст тогда свой специфический вкус жареного лука. Но я сегодня ничего не хочу жарить, все будет в собственном соку. Немножечко лука, закладываю курицу. Посмотрим, может быть, мы будем в один слой класть, а может получится так, что придется слоями укладывать. Положили мясо, кладем картошечку, болгарский перчик, немножечко зелененького, немножко красненького, один стручковый остренький перчик кладу зелень, укладываю помидоры, кладу лук. Мы в этом блюде любим лучок. Морковку спрятала и забыла про него. Кладу немножечко морковочки. В каком порядке положите ингредиенты свои в это блюдо, не имеет значения. Чуть-чуть чеснока, пару лаврушечек, пол чайной ложки черного перчика. Чуть-чуть сольки добавлю. Укладываем в следующий ряд. Боюсь, все не помещу. Укладываем курочку, кладем картошку. Готовлю сегодня много, потому что у меня гости. Отправляю морковочку, отправляю болгарский перчик, красненький, зелененький, один стручковый перчик остренький, и кладу лук, и кладу помидоры. Посуда одна за другой потихоньку освобождается. Кладу чесночок, отправляю всю зелень, пол чайной ложечки черного перчика, пол чайной ложечки сольки. Тут у меня один вилок капусточки. И кладем много капусточки. Вилок небольшой, делю его на 8 частей. Вкладываю. Поверьте, это будет очень вкусненько. Капусточку тоже слегка поперчу. Так она будет вкуснее. И слегка подсолю ее. Ставлю на газ. Закрываю крышкой. И включаю газ на самый большой огонь. Как только забулькает, огонь убавляем и будем в течение часа тушить на маленьком огне под закрытой крышкой.
Слышите, как булькает? Это говорит о том, что закипело у нас в казане все. Убавляя огонь до среднего. И все, она теперь будет тушиться у нас в течение часа. Через час блюдо будет готово. Прошел час. Поглядим. А здесь, смотрите, какая красота. Газ выключаем. Я думаю, все готово у нас. Будем выкладывать. Наливаем бульончик. Посмотрите, какой бульончик. Посмотрите, какое красивое блюдо. Очень вкусное. Все в собственном соку приготовилось. Блюдо незамысловатое, блюдо очень простое, готовится быстро, просто. Заложили все в казан и забыли на час-полтора, в зависимости от какое мясо у вас. Курица готовится быстро, поэтому после закипания 1 час достаточно для этого блюда с курицей. Рекомендую приготовить такое блюдо у себя на кухне. Желаю вам на вашей кухне вкусных, удачных рецептов. Готовьте с удовольствием, кушайте тоже с удовольствием. Всем приятного аппетита. А я с вами прощаюсь до следующего видео. Пока-пока.